Привет, друзья! На связи Сергей Медведь и рубрика «Готовим». Немножко про эту рубрику. Друзья, я не могу делать челленджи так часто, как это хотелось бы вам. Я знаю, это самое прикольное, их смотрят больше всего, но не могу я делать их часто, это для организма очень плохо. Сами должны понимать, даже раз в неделю, как я раньше это делал, это слишком много. Действительно, слишком много, не говоря уже там 2 раза в неделю, это нереально. Поэтому я решил какие-то еще делать видео про еду, ну, например, как я пытаюсь готовить всякое разное здесь. Например, сегодня я предался ностальгии и решил попробовать сделать классические пельмени в Таиланде. Очень часто, кстати, меня спрашивают, ты не скучаешь ли по русской еде в Таиланде? Что ты там ешь? На самом деле здесь можно найти любую еду, абсолютно. Как бы вам это странным не казалось, но действительно здесь есть все и даже, наверное, побольше, чем в России. Так как здесь живут многие иностранцы с разных стран, они открывают какие-то свои магазинчики собственной еды. И в принципе купить можно вообще все. Можно найти черный хлеб, творог, при сильном желании можно найти кефир. Борщ и пельмени легко приготовить самому, здесь есть все для этого. Мука абсолютно легко продается, соль вообще молчу. Вода, лук, капуста, да, как ни странно, капуста. Я смотрел рецепт пельменей у одного профессионала, нашего русского говорящего, и именно капуста у него была. Я решил все-таки последовать его совету. Перец черный и мясо свинина пополам с говядиной. С говядиной не так все просто здесь, но можно найти и довольно неплохую. Я же взял обычную, самую дешевую для фарша. Также из инструментов: доска, нож, мясорубка и блендер. Успокойтесь, фарш мы не будем делать блендером. Мы его будем делать, конечно же, топориком. Шучу, мясорубкой. Она выглядит как наша советская, здесь даже русскими буквами написано СССР, хотя сделана она в Китае. И она для России даже не предназначена. Непонятно, зачем это название. На вид она такая мощная, но на самом деле она очень легкая и хрупкая. Я боюсь, как бы я ее сегодня не сломал. Начнем с теста, потом сделаем фарш, и потом я попробую что-нибудь слепить. Надеюсь, это будет не очень коряво. Так, для теста нам понадобится мука, вода, яйцо и, как ни странно, блендер. И лук, друзья, да-да-да. Так, лук чистим, нам понадобится половинка здесь. Как говорила моя бабушка, когда учила меня чистить лук: если тонкая не снимается, снимай толстую. Этот совет мне пригодился во многих ситуациях жизненных. Нарежу половинку как попало, в принципе, так. И кидаем его в воду. Все это дело пробиваем блендером. Нам нужна именно луковая вода, поэтому процеживаем ее в кружечку от остатков лука. Итак, начинаем делать наше тесто. Вот у нас горка муки в большой емкости, куда мы разбиваем наше яйцо. Заметьте, не яичко, а яйцо. Перемешиваем все вилочкой, постепенно добавляя воду до нужного состояния. Ну и когда уже станет довольно жестким, подключаем наши руки. Наше тесто должно перестать липнуть к посуде и к рукам, и оно должно стать плотным шариком. Теперь отставляем его в сторону, накрываем чем-нибудь, чтобы не уходила влага от теста, так как нам важно оставить соотношение воды и муки такое, какое оно сейчас. И займемся нашим фаршем. Наша странная мясорубка, надеюсь, я ее не сломаю, не подведи. Конечно же, мясо, свинина, здесь же говядина, оставшаяся половинка лука, соль, перец и, конечно же, капуста. Капусту на несколько минут я поставлю в микроволновку. Вообще говорят, ее надо отварить, но нам не важно, нам главное размягчить ее. Нарежем наше мясо.
Такой шмат свинины, ломти говядины. Все это на такие кусочки, чтобы мясорубку засунуть, сами знаете. Я вообще не объясняю, я просто показываю, как готовить, как пытаюсь это сделать я. Как правильно, я даже не знаю. Режем наше мясо. Такой шмат свинины, ломти говядины. Все это на такие кусочки, чтобы мясорубку засунуть, сами знаете. Теперь мне самому интересно, что будет, если готовые кусочки мы будем запихивать сюда. Так, вроде работает что-то даже. Попробуем говядину. О, процесс-то идет, смотрите. Так, говядина уже прошла, конечно. Давненько я этим не занимался. Ой, после часа возни с этой мясорубкой и с говядиной, у которой я не убрал жилы, как надо было сделать. Все-таки почти все прокрутили, и в последнюю очередь загружаем нашу капусту и лук. Почему в последнюю очередь? Потому что они самые дешевые, и именно их остатки останутся в конце. Фарш мы перчим, солим. Теперь нам надо раскатать наше тесто. Ни для кого не секрет, что для этого нужно, собственно, тесто, поверхность, мука, пескалка, конечно же. Что нам надо сделать? Чистый и сухой стол заведомо. Присыпаем мукой. Достаем наше тесто, которое уже успело подружиться очень хорошо с тарелкой. Обсыпаем его мукой. Так. И начинаем раскатывать. Я боюсь очень раскатывать слишком тонко, так как делаю первый раз. И боюсь накосячить с очень тонким тестом. Так что вот как-то так. Кое-где порвал, понятно. И еще одна фишка, о которой мне говорили. Вот эта внешняя сторона, она посыпана мукой, она контактила с воздухом, и она подсохла, и она не такая липкая. Поэтому фарш пойдем на внутреннюю сторону, и тогда липкие концы, они будут лучше склеиваться, что ли. Ну что, вот какие-то такие получились у меня пельмени. Очень утомительно, надо вам сказать, делать это все самому в одиночку. Конец у меня такой гигантский получился, так как мне стало скучно, из остатков теста я его слепил. Ну что ж, как варить их я вам не буду показывать уже, да, вы сами знаете. Многие любят пельмешки с соусом, я же хочу поесть просто с маслом, посыпанные черным перцем.